Привет, друзья! С вами проект Power Device. Мы продолжаем прокачивать наши Android-телефоны. Данный видеоролик будет посвящен пользователям, которые любят фотографировать. А если быть точнее, то я покажу вам 3 интересные и необычные фишки для обработки фотографий, которые мало кто знает, даже опытные пользователи. И все эти возможности для обработки есть абсолютно на всех современных Android-телефонах. Я уверен, если вы любите фотографировать на свой телефон, то вам это видео понравится. В первую очередь зайдите в Play Market, в поиске пропишите Google Фото, найдите такое приложение, оно предустанавливается на все Android-телефоны. Если у вас не стоит последняя версия и будет кнопка «Обновить», обязательно обновите. Далее заходим в это приложение. Посмотрите, у меня есть вот такая фотография, я ее совершал сам на одном из озер нашей области. Это очень крутая экспозиция из фильма «Трансформеры». Посмотрите, насколько детально он сделан. Он полностью металлический. Так вот, одна из моих любимых фишек очень хорошо применяется к таким фотографиям. Но неважно, будет ли здесь запечатлен какой-то человек, либо неодушевленный предмет. Смотрите, я нажимаю 3 точки. Далее «Создать». Фото с киноэффектом. Ждем создания эффекта. Из обычной фотографии получается вот такой эффект. Да, именно на данном снимке вот здесь Google Фото немного допускает ошибку. Но такое бывает крайне редко, в основном фото получаются очень крутыми. Точнее, это уже не фото, а небольшой MPEG-4 файл. Очень важно отметить, если вы хотите создавать такие эффекты, то снимок лучше всего делать вертикально, а также рассчитывайте расстояние от объекта до вашей камеры. Оно должно быть примерно как здесь. Также больше всего подойдут фотографии, где человек виден в полный рост. Это также важно. И, конечно, сзади должен быть какой-то насыщенный фон для большего эффекта. Далее просто нажимаем «Сохранить». Можно свернуть Google Фото. Идем в проводник. Данный файл у нас появится здесь. Двигаемся далее. Следующий режим, который я хочу вам показать, это новый режим, который появился недавно с обновлениями Google Фото. Также очень важно понимать, что все эти режимы работают на серверах Google, и они автоматически определяют вашу фотографию, в каком формате она сделана и так далее. В соответствии с этим появляются новые эффекты, которые можно применить к данному снимку. Например, смотрите, данное фото я создал с помощью Gemini. Для создания такого подходящего снимка я прописал следующее. Темнокожий парень близко стоит в анфас лицом в хорошем освещении, в вертикальном режиме. Если вы не знаете, как установить искусственный интеллект Gemini на свой телефон, ссылку на эти видео оставлю в описании под этим роликом. Но, конечно же, вы сами можете создать подобный снимок на своем телефоне. Для данной новой настройки он должен быть в хорошем качестве, при хорошем освещении и примерно плюс-минус в таком ракурсе. Итак, снимок у нас есть. Нажимаем «Изменить». Далее вот здесь внизу заходим в инструменты. И если снимок будет подходящим, то вот здесь появится дополнительный пункт «Портретный фильтр». Нажимаем. Инструмент загружается. Посмотрите, это у нас оригинал фото. Теперь передвигаем ползунок, освещение изменяется. Причем происходит это очень реалистично. Но здесь это не самая важная настройка. Зайдем во вторую вкладку. К слову говоря, подобные эффекты есть в профессиональных программах на компьютере, например, в Photoshop. Там этот эффект называется теснение. Теперь на второй вкладке передвигаем ползунок. Я выставил 100%, накладываем палец на фото и двигаем. Выставляем то положение, как мы хотим, чтобы падал свет. Настройка интересная и профессиональная, но под нее нужны вот такие хорошие фото. Третья опция для редактирования фотографий также одна из моих любимых. Нажимаю «Изменить». Вкладка, которая подсвечивается. Нажимаю на объект, который хочу выделить. После того, как он выделился, я на нем удерживаю. Перемещаю его в нужное место. Могу даже растянуть вот таким образом. Нажимаю «Далее». Таким образом можно редактировать объекты на ваших фотографиях, переносить их в любое подходящее место, а также увеличивать либо уменьшать.
Так как я часто пользуюсь сервисом Google Фото, хочу бонусом показать вам еще одну фишку. Смотрите, если я здесь нажму поиск, в этом приложении у меня включена автоматическая синхронизация с облаком, то есть все мои фотографии автоматом переносятся в облако, бесплатно. Потом вы можете за несколько лет просматривать свои фото, например, какие вы снимки делали лет 5 назад или даже 7. В общем, в поисковой строке я, например, ввожу слово cat, это нужно делать по-английски. Google Фото выдает мне фотографии, которые были созданы, например, 5 лет назад, с кошкой. Это также очень интересно и полезно. Либо, например, я прописываю слово red, то есть красный. Обязательно нужно прописывать по-английски. Выдает все фото в красном цвете. Друзья, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, там я оставляю много полезного и интересного. Подписывайтесь на этот канал. Если видео было вам полезно, ставьте лайки. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.